Противника надо знать в лицо, а также как именно набить это место. Вы слышите цитату, а это значит, что на канале Alex General вышел новый реплей. Всех приветствую и прошу внимания. Карта Snowy Road. Противостояние двух стандартных генералов Китая. На нижней позиции Фарго, верхняя позиция Бойко. После просмотра попрошу вас написать комментарий, поставить лайк. Те, кто не подписался, подписывайтесь и бейте в колокол. Если есть желающие поддержать проект материально, то в описании есть вся необходимая информация. Выражаю огромную благодарность за вашу поддержку. Итак, местный папа Фарго взял себе ученики нового студента, и им становится Бойко. Иронично на самом деле, ведь Бойко был чемпионом мира в 2020 году, а вот Фарго такого титула не имеет, хоть и был близок к этому. В 2021 году сражался на мировой серии в финале с Экскалом, но победителем так и не стал. Но в этом году история может повториться. Я убежден, что Экскал станет в финале одним из претендентов на чемпионство, а вот перед Фарго стоит серьезное испытание. Прежде чем выйти в финальный раунд, он должен одолеть Вивида. Пожелаем Фарго удачи, ну и вернемся к данной игре. Счет 5-5, решающее сражение в этом челлендже. Ну что ж, понеслась. 3 саплая, я так понимаю. Ну пока 2 от Фарго. Третий только, я так понимаю, на стадии подготовки. Фарго Дозер приводит как раз таки на левый фланг. 2 военных завода. И поехал первый пост справа от Фарго Дракон. Тем временем Бойко стартанул через казарму. У него, я так понимаю, сейчас, да, начинается вовсю уже захват вышки. Захват изучен. Ну и справа красногвардеец побежал также вперед. Вполне возможно будет пытаться сейчас у Фарго вышку-то своровать. Возможно даже вместе с нефтепереработкой. Но есть здесь Дозер. В принципе, можно пробовать так красногвардейца отменять. Здесь тем временем от Бойки есть Бэттлмастер. И можно пробовать сражаться с драконом, но пост. Тем временем также пост слева, но пост этот уничтожается. Есть 2 ракетчика, есть гатлинг от Бойки. Так, тем временем скрывается все-таки Бэттлмастер, пост выживает, дракон также на месте. Ну и можно пробовать заезжать, в принципе, к Бойке на базу. Второй военный завод у него также готов, ну и нужно спамить. Соответственно, вышка захвачена и захватывается нефтепереработка. Через центр поехал дракон. Здесь, в принципе, никаких препятствий пока что нет, но есть пост. Есть пост, который можно вывести на центр и попробовать с этим драконом как раз-таки сейчас начать сражаться. Третий саплай от Фарго. У Бойки пока саплаев только 2 и ставится пропаганда. Причем есть бункер здесь, но бункер, как я понял, пока что пустой. Нет, есть 3 ракетчика уже. Это даже хорошо. Пост вскрывается у Фарго. Здесь Бойко работает. И слушайте, какой интересный дракон заходит вот так вот беспрепятственно и сжигает сейчас электростанцию. Так еще и гатлы, скорее всего, будут потеряны. Электростанция минус перестраивается. И сжигается вышка. Сжигается Бойки вышка и сжигается нефтепереработка. Вот так вот. Абсолютно беспрепятственно. Красногвардейц, кстати говоря, от Бойки здесь не прокатил. Тут был Дозер. Вполне возможно, что просто передавил. И Фарго ставит собственную казарму. И можно уже, естественно, захватывать и вышку, и нефтепереработку. И, кстати говоря, не дают Бойке поставить сейчас пропаганду. Здесь есть ракетчики. Пост, скорее всего, заехал. И минируется. Минируется каркас. Так еще и уничтожается первый Дозер. Второй же. Вот он как раз-таки тут катается. Ну и отмена. Отмена ракетчика. Второй побежал, слушайте, как бы Саплтрак бы сейчас не заминировал. Да, все верно, но ракетчик передавливается. Тем временем в центре также здесь ракетчики не прокатывают. Бойко успевает наспамить и отбивается. 2 ракетчика еще от Фарго здесь остались. Пост был заранее, видимо, уничтожен. Ну и до конца атака уже закрывается. Бойко отбился. Ну, дракон тут еще есть, кстати говоря, который все здесь поджигал. Все, что Бойко захватывал, уже все сожжено. То есть, по сути, можно даже сказать, что стартовый билд такой не совсем-то прокатил. Ну, с другой стороны, конечно же, можно и сказать по-другому. То есть, захват-то все-таки удался, а значит, буст какой-то экономический Бойко хоть и на время-то получил. Ну и пытается, смотрите, как через холм здесь стену огня разжечь. И до военного завода-то достает. Электростанция, кстати, здесь тоже немножко дамаг получает, но БМ есть от Бойки, и дракон будет просто закрываться. И атака уже от верхнего китайца. Разжигается стена огня, здесь есть пост, есть дракон, но этот дракон дамага дракону Бойки-то не нанесет, а вот пост вполне может его и отменить. Но все-таки уничтожаются Саплтраки и распродажа ресурсного центра. Ну и в принципе такая полноценная атака уже от верхнего китайца пошла. Дракон Фарго уничтожается, и также уничтожается дракон Бойки. Ракетчиков здесь часть какая-то сгорела. Ну и рассаживаются, я так понимаю, сейчас пехотинцы по зданиям. Еще один пост минус. А это отработал миг. Появляется филд сейчас у Фарго. Один ракетчик высаживается, будет садиться в дом. Здесь, кстати говоря, есть уже лотос. И Фарго уже взял себе вышку.
Ну и, в принципе, есть армия от Фарго, она как раз-таки сейчас направо сюда смещается. Ну, там и есть чем принимать, в принципе. Не так много, правда, но есть. Ну, дома помогают, но тут дракон. Тут есть дракон, изучен, кстати говоря, напалм и минус пехота. Залетает миг, здесь хотел поставить Бойко бункер явно. И, кстати говоря, даже уже поставил казарму под это дело. Да, спамится здесь пехота. Но бункер перемещается чуть-чуть ближе к границам своей базы. Миги вовсю здесь крутят, вертят. Еще один домик также был виселен. И Лотос тут также бегает, в принципе, может помогать. Через красногвардейца, кстати, Фаргу себе захватил арт-платформу. Но и атака, в принципе, у Фарго сейчас-то захлебывается, я так понимаю. Да, есть у Бойки чем отбиваться. И, кстати, что по филдам? Также собирается разворачивать. Каркас есть, дозер поехал строить. Ну, военные заводы, конечно, не мешало бы починить. Два каленых тут стоят. Что же касаемо экспоинтов, то Бойко немножечко впереди. И забегает Лотос. Ну, это Лотос от Бойки. Поэтому это не от Фарго. Тут пост катается, этот Лотос палит. А тут Гаттен героически с этим постом сражается и уничтожает. Уничтожает и пост, уничтожает ракетчиков, а тут арт-платформа стреливает как раз-таки по красногвардейцу Фарго. Он, видимо, хочет ее все-таки себе захватить, но тут гатлы есть и ЦМ-ка, ну поэтому не получится, конечно же. Захват отменяется, а Лотос побежала вперед от Бойки. Ну и справа, смотрите, ставится бункер, ракетчики садятся, работает дракон, такая оборона в виде стены огня, соответственно, враг не пройдет. И появляется Кэнон, бабах, и минус 3 юнита разом, только ракетчики разве что остались здесь, но это не проблема. Гаттинг приехал и просто ракетчиков закрыл. Захватывается с помощью Лотоса реммастерская. Здесь тем временем, я так понимаю, была попытка перехвата, либо просто здесь юниты подъехали и хотели уничтожить эту арт-платформу Фарго, но Фарго на страже. И два Лотоса здесь просто бегают, пытаются тут как-то перехватывать друг у друга эти здания, скажем так, стандартные здания на этой карте, но работает миг от Бойки, и Лотос Фарго сжигается. Устанавливается командный центр. Пропаганда у Фарго есть, и 3 военных завода. Миги вовсю кружат, причем полное звено, и разворачивается второй Airfield. Что же касаемо Бойки, у него пока филдов только один, и, как я ранее говорил, ставится командный центр. Один военный завод явно Бойко подчинил, либо он сам отремонтировался, он, скорее всего, через дозер чинил, и летят миги. Летят миги, бьют в Кэнон, бьют по дозеру, но промахиваются, и разворачивается стационарный Гатлинг. Дозер живой, Кэнон также жив, и еще один миг, и дозер до свидания. Ракетчика Фарго посадил, бьет здесь по Батлмастеру, и ЦМ-ка замораживает юниты, дракон работает. Вот Кэнон бы убить, конечно, не мешало бы. Ой, как он сейчас больно ударит-то. Ну что ж такое, минус 4 юнита разом, разве что только ракетчики тут выжили. Надо минировать, да, конечно же. И Кэнон сейчас будет уничтожен. Залетают миги, вскрывают пост, но Гатлинг работает, и миги сливаются. Ну, 2 мига потерял сейчас Бойко, и ставится еще один филд. Командник готов. Фарго пока нет, разворачивает свой командный центр. И Лотос забегает все-таки под саплай к Фаргу и ворует деньги. Можно еще и пропаганду под это дело отменить. Но пока Бойко не палится, он пока просто деньги стащит у Бойки. Да, видимо, 1000 сейчас заберет, конечно же. И экономический буст получает. Раз вышку забрали, значит будем вот так в наглую воровать ресурсы на базе у Фарго. Почему бы и нет, на самом деле. Так, ну я так понимаю, перехват арт-платформы сейчас намечается. Здесь Гатлинг и ЦМ катаются, прикрывают Лотос, но миги есть. Есть миги, надо вдарить, но удается все-таки. Удается перехватить арт-платформу. Она сейчас будет настреливать по юнитам Бойки. Надо, конечно же, отступать. Надо отступать, я не знаю, но по идее через красногвардейцев стартовал Бойко. То есть он захватывал вышку НПЗ через красногвардейцев. Можно, в принципе, отправить и перехватить эти арт-платформы, но есть ведь миги у Фарго. Он, по идее, должен все это дело контролировать. Через Лотос-то не получится. Лотос сейчас на базе тут у Фарго. Сидит и ворует очередную 1000 в казну верхнего китайца. Да, все верно. Еще 1000. Здравствуйте. Единственное, что сейчас осталось у Бойки из стандартных, как я ранее говорил, построек на этой карте, так это ремонтная мастерская, которая через арт-платформу в скором времени просто будет уничтожена. Вторая арт-платформа тоже под Фарго, и она работает по юнитам. И Бойко, к сожалению, никак на это не реагирует, и запускается арт-удар.
Запускается арт-удар, летит ковровая бомбардировка, а тут тем временем, я так понимаю, Кэнон пробивал как раз-таки по саппортракам, но добыча не прекращена. Вот ковровая бомбардировка не долетает до ресурсного центра, но хотя бы пробил арт-ударом здесь по юнитам, и плюс миги залетели, и часть армии Фаргута перебили. Зашел дракон и минус пехотинец. В здании можно, в принципе, даже, наверное, стену огня разжигать и уничтожать эти здания до конца. Но Лотос, похоже, спалилась. Еще минус 350 баксов. Здесь заходит пост. Лотос палится, залетают миги. И Лотос, до свидания. Но наворовал Бойко достаточно неплохо. На самом деле, я думаю, 1005 точно у Фаргута стащил. Хорошо. Стоит Кэнон на страже. 2 гатлинга под прикрытием. И ответный Кэнон сейчас, он разворачивается, но залп раньше от Фаргу залп, и вдарить Бойки-то не получается. Ковровка полетела. Тем временем миги залетают. Ой, а сапла, я так понимаю, сейчас потеряет Бойко свой третий, да. Минус сап, минус сапполтраки, и разворачивается еще один эйрфилд. Не заиграться бы, на самом деле, саплай бы надо восстанавливать. Тем временем Лотос снова тут выбегает. Сопротивляется гатлинг 2 ИЦМ танкам, но тут есть пост, есть ракетчики. Один сейчас сядет в домик, залетают вновь миги. И минус ракетчик, и минус ИЦМ танк. Тем временем Лотос пока просто стоит. И ответочка побежала. Ответный Лотос сейчас от Фаргу, и как раз, я думаю, он станет здесь под филдом и будет просто караулить эти самые миги. Гатлинг и ИЦМ отступают. Вышел танк Оверлорд, есть гатлинг пост ИЦМ танк, и здесь еще и на центре, скажем так, базы есть 2 юнита, и спамятся хакеры. Я так понимаю, вероятнее всего мы увидим даже здесь центр интернет, может быть, почему бы и нет. И вновь отстраивается сапплай. Пытается, я так понимаю, здесь забежать Бойко Лотосом, но там пост, и Лотос палится, должен контролить этот момент Фаргу, а сам тем временем отправляет арт-удар и минус пропаганда. Вновь миги. И слушайте, 4 юнита, опять минус, так еще и 5-й гатлинг замораживается, а тут тем временем мины залетели и блок военного завода. Да, ставится интернет-центр, пожалуйста, и вот она, Лотос, как раз таки себя и отрабатывает. Практически полный филд сейчас сливается, распродажу делает Бойко, но миги будут, естественно, потеряны, нужно Лотос чем-то контролить, а Бойко пошел в атаку. Бойко пошел в атаку, пытается здесь прорваться. Конечно, поддержка с воздуха здесь бы очень помогла. Не знаю, получится ли сейчас Бойке хоть как-то приблизиться к тому же военному заводу. Мало юнитов совсем остается, но овер работает на самом деле хорошо. Плюс есть пост, надо бы Кэнон убить. Здесь минируется, точнее, танк Дракон, ну и замораживается в том числе с помощью ЕЦМ танков, но Кэнон был не убит. Очень жаль, что не убил Кэнон с помощью тех же ракетчиков Бойко, и поэтому еще и мигами здесь помогает, кстати говоря, себе Фаргу, и до конца эта атака закрывается. Но вот ближе подойти к тому же военнику или к сапплаю все-таки Бойке-то не удалось. Кэнон пробил, я так понимаю, здесь через контрол. Да, будет сейчас постоянно здесь настреливать. Но вот сапплай, наверное, уже можно продавать. И собственный интернет-центр разворачивает сейчас Фаргу, и даже Лотосом сюда прибежал, прям на базу к Бойке, и просто смотрит, что здесь происходит. А вот мины-то как раз-таки не мешало бы разминировать, и ковровка полетела новая. Тем временем мины от Бойки, еще одна ковровка, но это уже от Фаргу, а мины нужно, конечно же, разминировать. И вновь потеря, я так понимаю. Да, потеря сапплая, а вот ковровка от Бойки не долетает. Вторая ковровка, и она также мимо. Мины здесь хотя бы положил, но их сейчас, я думаю, с помощью овера Фаргу-то разминируют. И мины Фаргу на базе Бойки также были разминированы. С помощью дракона там стена огня разжигалась. Миги справа летают, пока на дежурстве. Игра немножечко подуспокоилась. Лотос разве что тут бегает. И вот интересно, сможет ли она что-нибудь здесь предпринять? Перехват, либо, может быть, опять воровство денег. Ну, посмотрим. Пока просто бежит в тыл. Вновь восстановление сапплая уже в 3-й раз, я так понимаю, да, и готовится атака наземными юнитами сейчас в данный момент. Но тут, кстати говоря, Лотос, да, Лотос хотела забежать, но был пост рядом, и Лотос был отконтролирован. Но другой вопрос. Ой-ой-ой-ой, еще и собственный филд здесь спалил Бойко. Как печально, на самом деле. Вопрос-то в другом. Тут готовится атака, и атака достаточно серьезная. Но есть ли чем защищаться от этих наземных юнитов, кроме одного филда с мигами? Ведь нет ничего. Нет наземных юнитов, а армия достаточно сильная. Кэнон бьет пока что в район сапполтраков. Сапполтрак один отъехал, второй был, наверное, все-таки потерян.
Ну и добывать-то не получается, и практически сейчас уже уничтожен сапплай. Миги залетают, вскрывается бункер, ну и, я так понимаю, сейчас будет попытка атаки, а тем временем арт-удар, который не попадает просто на армию, просто уничтожается один ракетчик. Один тут гатлинг плюс пост, бункер был вскрыт, а пост, похоже, что пустой. Нет, там есть два ракетчика, залетают миги, пробили, в принципе, неплохо. Но сапплай все-таки, я думаю, что Бойко потеряет. Да еще и миги, кстати говоря, свои растерял. Пост был минусован. В домик один ракетчик садится, но этот домик будет скрыт. Он очень картонный. Сапплай по-прежнему пробивается. И Бойко принимает решение просто сейчас распродаться. Есть ответный Кэннон. Но если туда залетят миги, то этому Кэннону просто не жить сейчас. А там уже на пути интернет-центр, кстати говоря. И Фаргу каков. Он просто разворачивает свой ресурсный как раз рядом с армией. Здесь еще и домик справа прикрывает. Миги наготове стоят. Ничего здесь Бойко противопоставить, мне кажется, уже не сможет сапплаю состояться. Миги залетают. И минус Кэннон. Юнитов становится все меньше и меньше. Благо хотя бы есть интернет-центр. Полетела ковровая бомбардировка как раз таки в район ресурсного центра Фарго. Уничтожается саппалтрак и Кэннон. Вся остальная армия выживает. Сапплай тоже на месте. И просто 5 саппалтраков едут забирать оставшиеся ресурсы Бойки. Кстати говоря, у Фарго ведь тоже есть интернет-центр. Вовсю спамятся здесь хакеры. То есть экономика-то есть. Есть и у верхнего, в принципе, есть и у нижнего бойца. Распродается Airfield. Остается только один сейчас у верхнего китайца. Но армия все ближе и ближе. И то, что сейчас происходит, а именно просто забирание, отбирание даже, наверное, ресурсов Бойки. Бойко ничего с этим не может сделать, к сожалению. Прокинул мину, но на армию не попал. Но хотя бы рядом с военным заводом маневры уже будет совершать Бойки-то тяжелее. Ковровая бомбардировка полетела, плюс арт-удар, закрывать центр интернет, минус саппалтрак, распродажа пропаганды. Ну и все. Интернет-центр потерян, и я так понимаю, что и все хакеры также будут сейчас уничтожены. Да, с помощью гатлингов. Тут пытается подморозить Бойко. Овер Фаргу, ой-ой-ой-ой, ну как же больно-то. Но последние юниты уже уничтожаются сейчас Бойки. Выходит овер, да, есть тут еще ЕЦМ-ка гатлинг. Это залетает сейчас в мины, я так понимаю, да, и вполне возможно достанет все-таки. Нет, нет, рядом. Рядом не удалось, а тут тем временем ракетчики от Бойки хотели, видимо, забрать Кэннон, но не удается. Кэннон на страже, ракетчики минусуются. И вот такое минное поле здесь организовалось, и от одного и другого бойца нужно разминирование, конечно же, проводить. И вот она как раз-таки сейчас нынешняя любимая издевка от Фарго. Он просто устанавливает свой командный центр, залетают миги, и практически убил здесь овер. ЕЦМ танк пытается его уже до конца тут подморозить, чтобы в дальнейшем с помощью того же овера и оставшейся армии от Фарго этот овер Бойки-то уничтожить. Да, овер замерз. Ну, я думаю, что это уже, конечно же, уничтожение. Да. Минус оверлорд. На пути казарма, 2 военных завода. Начинается пробитие. Первый военный завод уже попадает под уничтожение. И Бойко просто распродается. Казарму, я думаю, тоже можно еще успеть распродать, чем Бойко, в принципе-то, и занимается. Остался один военный завод. Зданий все меньше и меньше. Дозер отступает. Армия идет вперед. В принципе, тут Бойко-то уже не добавляет. А командный центр-то на базе Бойки-то практически готов. Залетает ковровая бомбардировка, и вновь неудача. Все юниты на месте. Залетает эми-бомба. У Фарго уже 5-й ранг. Замораживается и завод. Замораживается филд. Замораживается командный центр. Забегает Лотос. Вполне возможно, что это сейчас будет просто перехват командного центра. Фарго уже близок к своей победе. В принципе, мне кажется, что Бойке пора уже сдаваться, но он пока еще пытается тут как-то противостоять. Еще и была ЕЦМ-ка, был пост, но все это дело уничтожается. Ракетчики также минусуются. Перехват командника, и командник распродается. Разминирование мины, каркас еще одного командника вынуждает Фарго все-таки. Вынуждает, забирает. Все, тут каленый дозер только остался. Убить его, и это уже полнейшее уничтожение, на мой взгляд, и Бойко терпит сокрушительное поражение. Ну что ж, победа Фарго в этом челлендже оправдал свой статус отца, наверное. Очень жаль, на самом деле, Бойко уже вылетел с мировой серии, хотя, мне кажется, мог бы и лучше как-то подготовиться, ведь у него ведь хватает еще пороха, чтобы подраться нормально. Может быть, уже просто времени не хватает, может, уже возраст не тот, не знаю, не могу прогнозировать или как-то высказываться таким критическим способом, посредством критики, вот так, наверное, будет правильно сказать. Кто я такой, чтобы учить их, как им сражаться? Но, тем не менее, победа Фарго. Фарго будет сражаться с Вивидом. Я буду транслировать
Этот поединок, правда, по реплеям, но тем не менее, я очень хочу сделать эту трансляцию, я хочу хоть что-то еще сделать на этой мировой серии. Поэтому, кто захочет, милости прошу, подтягивайтесь, будем смотреть, наслаждаться. Я думаю, что поединок будет жаркий. Фарго, удачи. Вивид, удачи. Ну а на сегодня это все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Генерал Алекс. И помните, что всегда из любой ситуации есть выход.